Итак, если в прошлый раз мы говорили об игре, где все зависит исключительно от вашего скилла, ваших расчетов и совсем немного за счет везения, то сегодня мы поговорим о исключительно командной игре, где важно не только знать все возможности своего персонажа, но и уметь грамотно подбирать и сочетать способности со своими тиммейтами. Здравствуйте, меня зовут Даниил, вы на канале Project Armor, где мы рассказываем вам о самых интересных блокчейн-играх и как на них можно заработать. В этом ролике я расскажу вам о крайне добротной и динамичной, а также довольно перспективной моба-игре Titan Arena. Перед началом лишь попрошу не забыть поставить лайк, подписаться на канал обязательно с колокольчиком, чтобы не пропускать новые свежие ролики, они сейчас начнут выходить гораздо стабильнее, а также залетать к нам в телегу, где все самые свежие новости Play to Earn и GameFi проектов. Все ссылки в описании. Давайте по порядку. Titan Arena — это кроссплатформенная моба с видом от третьего лица, с механиками этакого топ-даун шутера, если вам будет угодно, и, конечно, с поддержкой NFT. Доступна игра на ПК и мобилках под управлением iOS и Android, и имхо лучше всего с точки зрения управления она ощущается именно на мобилках. На ПК есть некоторые проблемы. Однако на ваших экранах именно ПК-версия для лучшего качества картинки. Ставьте лайки, мы страдаем ради вас. Официальный и полноценный запуск Titan Arena состоялся 27 ноября 2021 года. Разработчики — компания Wolfang Game. Ребята из Сингапура, им помогают Cardia Chain. Ребята довольно крупные, если вы знакомы с миром крипты, в представлении они не нуждаются. Что до Wolfang Game, то они на плаву с 2014 года. В 2016 выпустили первую игру Tom Cat in Space, затем успешным релизом у них вышла игра Tank Raid Online, ну и в декабре 2020 вышла моба Hero Strike, на базе которой и сделали Titan Arena, только собственно на блокчейне. Несмотря на то, что игра еще довольно свежая и во многом недоделанная, у разрабов есть какая-то тактика, и они ее придерживаются. Есть роудмап до первого квартала 2023 года, например, в ближайшее время в игре должна появиться система кланов, косметики и батл рояль на 42 человека. Ну и количество скачиваний впечатляет — 20 миллионов на всех платформах. Геймплей же представляет из себя крайне динамичную моба, максимально по смыслу и геймплею приближенная, наверное, к Brawl Stars, если приводить примеры из неблокчейновых игр. В лобби вы можете выбрать героя вашей коллекции, выбрать два скилла этому герою, третий у него уникальный, у каждого перса свой, посмотреть ваших друзей, сформировать пати, заглянуть в магазины, всякое такое, ну и, конечно, отправиться в катку. По режимам игры все довольно просто. Доступно два режима, в основном это соло или дуо батл рояль и какой-то режим, например, дезматч классический или режим Tower, где ваша задача удерживать аккумуляторы и заряжать робота, который по итогу пойдет шатать вражескую базу или наоборот. Сражения проходят буквально за считанные минуты, что для мобилки скорее плюс. Однако важно понимать, что игра ориентирована на тимплей и один в поле не воин. Тут невероятно важно продумывать, в какой синергии вы будете работать, как юзать скиллы и как держать контроль над ареной. И это сложно, на самом деле, хоть и очень интересно. Играть в соло, конечно, тоже можно, но я думаю, не стоит говорить, что это один сплошной рандом с точки зрения тиммейтов. Сама же катка, если не считать различающиеся условия победы, довольно простая. Ломаешь подарки, чтобы лутать экспу, своего рода фарм крипов, только которые сдачи не дают, апаешь левела и прокачиваешь один из трех навыков. Два можно выбрать из каталога, один чисто скилл персонажа. Например, мне очень зашел персонаж Mortal, этакий викинг с двумя топорами. Да, важный момент, он милишный керри с замашками танка. Его главная задача — контроль толпы и добивание убегающих. Каждый его удар слегка проталкивает его вперед, отчего скорость его перемещения по карте просто бешеная получается, и он этими рывками способен даже выходить из вражеского контроля, вроде черной дыры. Его главный скилл — это бросок топора, который работает как этакий массовый хук. Один грамотный бросок, вся вражеская тима в одной точке, где ее разбирают на пиксели. Но здесь, как в случае с хуком Пуджа или Блицкранка, это требует некоторого мастерства. Но и других персонажей на выбор довольно приличное количество, они явно что-то вам напомнят. Например, тут есть несколько персов, откровенно слизанных с Overwatch'а, есть Мария, которая свистнута из Bloodborne, та самая? Интересно. И в общем, поиграть есть за кого, обязательно загляните в режим тренировки и попробуйте всех героев. Поиграть в Titan Arena при этом вы можете совершенно бесплатно, но в этом кроется один сильный подвох. Да, вы можете зарегистрировать аккаунт, вам бесплатно выдадут 3 героев, и вы можете опробовать геймплей. Но, как только вы пройдете туториал и сделаете несколько побед, может быть даже MVP получите, то игра начнет вас душить, натуральным образом. То есть она будет закидывать вас в катки к сопартийцам-ботам, делая вид, что это игроки, которые делают все
все, чтобы руинить эти самые катки, а против вас кидать то ли ботов гораздо сильнее, то ли реальных игроков, исход в любом случае один, вас будут просто избивать и не давать подняться выше определенного ранга. Теоретически, можно выжить методом собрать норм тиму и вперед, и возможно вы даже до мротза подниметесь и полутаете куски этой валюты. Возможно, кто-то даже умудряется выживать таким образом на бесплатном аккаунте, если такие есть, пишите в комментарии. Но опять же, смысла в этом по сути нет. Фри-версия это исключительно демо-версия игры, и бесплатные герои не могут лутать ежедневные награды в виде криптовалюты за победы. И как в других play-to-earn играх, в Титан-арену нужно инвестировать средства, чтобы получать реальный профит. Так что давайте прикупим героя. Титан-арена предлагает вам на выбор целую кучу реально крутых и разноплановых героев, разных грейдов и ценников. NFT-герои могут быть трех видов качества: Common, синие, Epic фиолетовые и Legendary золотые. Качество героя роляет на собственно персонажа и его обилку, характеристики, количество валюты за победу, а также количество игр, которые он всего может отыграть. Да, важный момент, герои сгорают. Это база. Иначе экономику невозможно будет балансировать и игра соскамится. В будущем опустошенных героев можно будет стакать между собой и как-то частично возвращать часть токенов за них, но пока эта система в разработке. Чисто технически можно спокойно начинать играть из-за Common героев. Их ценники варьируются в среднем от 50 до 70 баксов, может быть 100 баксов, если он совсем чистый. И этого уже хватит, чтобы начать окупать персонажа и выходить в плюс. На эпике уже поинтереснее, это от 150 до 200 долларов, но и герои немножко поинтереснее. И конечно, самый сок это легендарные герои. Это от 700 до 1000 долларов, в некоторых случаях даже выше. Еще важный момент это скины персонажей. Есть три вида скинов, также синий, фиол и лего. И это тоже напрямую влияет на цену персонажа, так как скин влияет на количество доступных игр всего. Опять же, все в экономике взаимосвязано. В будущем разрабы планируют ввести систему аренды героев, что довольно интересно, хотя и не совсем понятно, как это скажется на экономике, но в целом фишка забавная. Как вы знаете, ничего в NFT играх не появляется из воздуха. Все персонажи на торговой площадке изначально появляются из лутбоксов. Это можете сделать и вы. Не покупать конкретного персонажа, а попытать счастье и сгенерировать NFT перса на рандоме. Из лутбоксов вы можете получить рандомного героя в соответствии с качеством лутбокса, ясное дело. Но у вас есть шанс получить героя с крутым скином, от чего вы уйдете в плюс в плане продажи перса, либо получить самого обычного и в целом ничего не потерять, кроме того, что вам выпадет какой-то ненужный, за которого вы не захотите играть, как-то так. Экономика работает неплохо, за исключением одного крайне глупого случая, и окупаемость любого тира героя пропорциональна затратам на него. То есть синего и золотого героя вы будете окупать примерно одинаковое количество времени, однако на золотом в дальнейшем будете зарабатывать заметно больше. Основная валюта сей игры GTHC. Будем называть его просто токен. Ну или просто Титанкоин, так называемый. Это основная валюта игры. Курс на момент написания сценария к ролику около 8 центов за штуку. Однако вы можете заметить довольно жесткий просед цены за токен. Связано это с недавним экспериментом разрабов по сжиганию токена, отчего вся экономика игры пошла по звезде. Но с учетом будущих обнов у нее хорошие шансы восстановиться. И к тому же с точки зрения заработка игра все еще работает, хотя цифры уже и не такие приятные, как на самом старте. Также есть THG, Титангемы, которые используются для вывода средств из игру. Их нужно покупать у разрабов, и Титангем представляет из себя самую обычную комиссию, стоит там около 5 долларов за гем. И чем больше вы вводите, тем больше гемов вам понадобится. Но таким образом вы можете вывести GTHC, то есть внутриигровые токены, в обычные THC криптовалютные, которые уже конвертируются в любую другую. Но и есть фиолетовые монетки PowerPoint, за которые можно эпизодически покупать non-NFT персов, а также прокачивать уже купленных. Но нам нужно сосредоточиться на коинах. Как же заработать титанкоины? Играть, мой друг. Во-первых, довольно приличное количество коинов сыпется с прокачки ранга, но это разовая акция. Возьмем обычного среднего игрока и предположим, что ты дойдешь до бронзы 5, не особо напрягаясь. И ты получишь разово в районе 100-130 коинов. Но это лишь приятный бонус. Основной доход идет напрямую с каток. Платные герои получают 6 коинов за победу, 2 за ничью и 1 за проигрыш. Однако есть бонусы, которые увеличиваются от грейда героя. Например, легендарные получают бонусом аж 23,5 токена, когда какой-нибудь фиолетовый 6,5, а какой-нибудь синий всего 3,25. Однако стоит учитывать, что у платных героев, скажем так, есть ресурс каток, который сгорает по мере игры. Все это в среднем и формирует цену за персонажа, экономика живая и цифры не берутся из воздуха. Больше инвестируешь, больше получаешь. Итак, сколько можно зарабатывать на примере средненького фиолетового эпик персонажа стоимостью примерно 150 долларов с винрейтом в условные 50% на примере почти минимального курса титанкоина. Итак, 100 коинов за счет ранга это в целом стабильно, и это я даже считать не буду, пусть уйдет на комиссию. Наш персонаж эпик, ему доступно 10 каток в
в день. По 12,5 коинов за победу, плюс 5 коинов за проигрыш. Умножаем на 50% винрейта, это всего 65 коинов в день. 65 коинов умножаем на 30 дней, это 1950 коинов в месяц. И умножаем примерно на 8 центов за коин, приблизительно 156 долларов в месяц, это без учета рейтинга. То есть по факту мы за месяц можем без проблем купить персонажа и даже выйти в какой-то небольшой плюс. Правда, ресурс у персонажа будет практически исчерпан, так что вам придется покупать еще одного, но вы это уже делаете за счет игровых средств, а не своих, так как вы вышли в ноль. А все остальное с примерно второго месяца идет вам в плюс. У легендарного, конечно, цифры гораздо приятнее и веселее для ваших глаз и кошельков. Плюс учитываем возможные подъемы курса после крупных обнов, не сливайте все сразу, будьте, как говорится, стонкс. Плюс к этому не забываем, что героя можно прокачивать за паверпоинты и гемы, что будет давать вам дополнительные игры к лимиту и статы. Из минусов, наверное, крайне своеобразный баланс героев, особенно учитывая необходимость их прокачки, а также общую сырость игры. Маловато разрабы. Давайте еще. Ну и стоит рассказать о случае, когда разрабы пытались сжечь излишки токенов, чтобы поднять за них цену, потому что, как вы знаете из нашего вводного ролика, чем меньше валюты, тем выше ее ценность, и количество валюты должно быть строго ограничено определенным количеством. И разрабы сказали, мол, у вас есть несколько дней, чтобы конвертировать вашу валюту, потому что все излишки сгорят. Но появилась какая-то группа троллей, которая наоборот конвертировала другую крипту в титан-коины, и за пару минут лимит был заполнен полностью. То есть по факту из-за нескольких умников все остальные игроки не успели ничего сделать. В итоге сгорели не токены, а жопы, так как токен резко подешевел, и от него побежали избавляться все, что еще сильнее вдарило по его ценнику. Крайне глупый мув от разрабов, после которого токен жестко просел, и восстанавливаться будет еще некоторое время. Надеюсь, больше таких экспериментальных телодвижений от разрабов не будет. Но по итогу мы получаем невероятно веселую с геймплейной точки зрения мобу, а геймплей это важно, с довольно неплохой окупаемостью, соразмеримой вашими вложениями, и крайне приятную по время затратам, при этом игру перспективную. Не без минусов, конечно, игра далеко не идеальна, над ней еще предстоит довольно много поработать, выпустить несколько крупных обнов и восстановить экономику и поправить слегка баланс. Но, как я уже говорил, у игры есть роудмэп, разрабы его придерживаются и выпускают обновы в сроки, так что ждем систему гильдий, новый батл рояль покрупнее, ну и прочие новые карты, героев, внешки. Но если тебе было интересно, мой дорогой зритель, не забывай подписываться на наш канал, ставить лайки и залетать в тележку нашего проекта, если хочешь быть в курсе всех новостей мира криптоигр. Спасибо тебе за просмотр и до скорых встреч. Пока.